Прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Я попросил вас сегодня собраться для того, чтобы поговорить о ситуации, которая складывается на мировых рынках энергетических, сверить часы, и хотел бы услышать ваше мнение по поводу происходящих событий, посоветоваться с вами по поводу того, как нам скоординировать усилия государства и частных наших компаний в связи с происходящими событиями. Обсудим в этой связи и дальнейшие действия России в сфере мировой энергетики в целом, в том числе с учетом обострения обстановки, как мы понимаем, на ближневосточном направлении. Россия не раз, хотел бы сразу отметить, предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке неизбежно поставят под удар глобальный топливно-энергетический комплекс, поднимут цены на нефть и газ, ограничат поставки этих ресурсов по всему миру и нарушат, безусловно, долгосрочные инвестиционные планы. Судя по всему, это так и происходит. Сегодня мы видим логистические проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов и видим, что это самым негативным образом отражается на глобальном производстве, на глобальных цепочках. Бьют по промышленности, по всей, по сути дела, без всякого преувеличения, по всей системе международных экономических отношений, потому что за срывом поставок идут и другие проблемы, чисто экономического характера, и инфляция подрастает, ну, и производство не только нефти и газа, но и производство промышленных товаров страдает. Напомню, что в прошлом году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти, а это порядка 14 миллионов баррелей в сутки. Из них около 80% направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас этот маршрут фактически закрыт. Добыча нефти, которая завязана на использование пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Она уже начала сокращаться, а хранилища в регионе заполняются нефтью, которую никак не вывести. Или очень сложно вывести, или очень дорого вывозить. Очевидно, что на полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас, во всяком случае сейчас, нереально. Изменение логистики не только займет долгое время, но и потребует значительных расходов на инфраструктуру, расширение морских терминалов и так далее. И, конечно, будет сопряжена с высокими политическими рисками, которые никуда не делись. А нефть-то потребителям нужна уже сегодня. В результате мировые нефтяные цены растут, мы это прекрасно видим. Только за последнюю неделю они прибавили более 30%. Вот я посмотрел сегодня в 5:30, по-моему, утра по Москве, где-то уже пробило 119, свыше 119 долларов за баррель было, потом 107, 109, 106. Сейчас, по-моему, вот Игорь Иванович говорил, 103 где-то там колеблется в данный момент времени. Но все равно колебания идут, и тенденция это не в сторону уменьшения, а в сторону повышения. Аналогичная ситуация складывается и на глобальном газовом рынке. Поставки сжиженного природного газа из Ближнего Востока резко сократились. В регионе снизились производственные мощности, на восстановление которых уйдут недели, а то и месяцы. Оперативно компенсировать выпадающие объемы невозможно. В итоге глобальные цены на газ также растут, по-моему, даже более быстрыми темпами, чем и нефтяные. Что бы хотелось в этой связи подчеркнуть? В текущих условиях обостряется конкуренция покупателей за поставщиков энергоресурсов, за обеспечение стабильных, предсказуемых поставок нефти и газа. А в этой связи, конечно, не могу не сказать, не напомнить не только здесь сидящим коллегам в этом зале, но и вообще всем нашим потребителям, что как раз стабильностью-то всегда и отличались российские энергетические компании. Очевидно, что глобальная логистика ТЭКа в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке
будет меняться в пользу более выгодных, более перспективных рынков. При этом нужно понимать, что нынешние высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем. Это очевидная вещь. Мы должны из этого исходить. Поэтому я попросил вас собраться и посоветоваться с вами о том, как мы должны координировать наши усилия в ближайшее время. Изменение баланса спроса и предложения углеводородов, конечно, приведет к новой устойчивой ценовой реальности. Это неизбежно произойдет. Поэтому российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками. Уважаемые коллеги, на это хотел бы особо обратить ваше внимание. Я прошу правительство и Центральный банк взять этот процесс под контроль. Подчеркну, Россия выступает, еще раз скажу об этом, надежным поставщиком энергоносителей. Так было всегда. Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами. Имею в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия. Мы и сейчас, некоторые коллеги уже перед встречей в таком широком составе уже проинформировали меня о том, что мы увеличиваем поставки нашим надежным партнерам, причем сразу в нескольких регионах мира. Вместе с тем, хочу напомнить, что страны Европейского Союза планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа, вплоть до полного запрета таких поставок в 2027 году. В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок. Не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления, ну и закрепиться там, что самое главное. Вот сейчас конъюнктура складывается таким образом, что если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться. То есть там, где есть устойчивый, долгосрочный спрос и надежные отношения долгосрочного характера. В те государства, которые выстраивают с Россией конструктивные деловые отношения. Кстати сказать, вот, я попросил вас прийти, чтобы посоветоваться по всем этим вопросам. Если европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры. Пожалуйста, мы же никогда не отказывались. Мы готовы работать и с европейцами. Но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность. Правительство эти вопросы тоже держит под контролем. Мы сейчас по всем этим вопросам с вами, надеюсь, предметно и поговорим. Пожалуйста, слово Александру Валентиновичу Новику. Прошу вас.